Halation и Bloom– это одни из самых узнаваемых кинематографичных эффектов, смягчающих контраст кадра. Они добавляют пленочную атмосферу и мягкость аналогового процесса. Чё, охуел, что ли? Оба эффекта созидательны как в кинематографе, так и в фотографии. Оба эффекта есть следствие несовершенства инструментов фотографирования. Иными словами, наши камеры косячны. Единственный инструмент, позволяющий увидеть мир без искажений, ребят, это наши глаза. Без какого устройства или прибора вы бы не смогли жить? Без члена. Весь свет, который будет проходить через ретрансляторы, через объектив на матрицу, а после оцифровки на экран, будет искажен. Как минимум, она будет плоской. 2D, хотя в реале я видел картинку в 3D своим стереозрением. Искажения ретрансляции могут быть разными в зависимости от устройства. В цифровом виде это может быть узкий динамический диапазон камеры с выбитыми тенями, низкое разрешение и потеря детализации, либо артефакты сжатия. В оптическом плане дисторсия объектива, хроматические аберрации, тильт-шифт или расфокус. В аналоговом царапины и засветки пленки и ее просрочка, а также эффекты Bloom и Halation. Разумеется, я перечислил лишь малый процент. Вы можете продлить этот список еще сотней различных искажений. Мне бы хотелось поговорить именно об этих двух. Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, и сегодня у нас формат мини-лекции. Заваривайте себе печеньки, насыпайте чаек. Сегодня я покажу, как привнести частичку киношности и магии пленки в свою фотографию, а также поделюсь экшеном. Поехали! Начнем с Halation. Если вы увлекаетесь фотографией, уверен, когда-либо при просмотре фильмов вы обращали внимание на небольшие, практически еле заметно красно-оранжевые ореолы вокруг ярких источников света. По большей степени такие артефакты можно усмотреть в старых фильмах, снятых на пленку. И причина появления этих ореолов кроется в тонкостях фотохимического и оптического взаимодействия внутри пленки. Откуда берется Halation? Даже в идеальных условиях свет, проходящий через объектив, попадает на многослойную фотопленку, и на первый взгляд ее состав может показаться весьма сложным для понимания, ведь внутри могут быть десятки различных слоев, отвечающих за защиту от царапин, минимизацию бликов, фильтрацию определенных длин волн света. Благо дело, для базового понимания происходящего внутри пленки нам не нужно углубляться в технические дебри. Условно можно считать, что цветная светочувствительная эмульсия состоит из 3 хроматических слоев, каждый из которых отвечает за фильтрацию света в одном из 3 основных диапазонов длин волн, соответствующих синему, зеленому и красному цветам. Это наши привычные каналы RGB. Но пленка не поглощает весь свет. Какая-то часть, проходя насквозь, падает на заднюю стенку камеры, переотражается, возвращается в красный слой, тем самым повторно экспонируя красную компоненту. И так как отражение от стенок камеры в силу их неровности рассеяно, падающий отраженный свет не параллелен, мы получаем менее интенсивные, но все-таки имеющие большую площадь световые утечки. Именно красный слой в силу иерархии в стеке, благодаря своей близости к отражающей поверхности камеры, принимает на себя большую часть внутренних отражений, что и приводит к появлению красного ореола вокруг ярких объектов в кадре. Во многих пленках, дабы избежать этих утечек, имеются специальные так называемые ремджет слои. Они минимизируют переотражение, вследствие чего Halation становится менее заметным, либо полностью исчезает. Так, к примеру, в каком-нибудь Kodak Ektar 100 вы вообще не увидите утечек, а в силу малого зерна картинка будет напоминать цифровой кадр. Противовес можно рассмотреть набирающую популярность пленку Cinestill 400D, у которой ремджет слой отсутствует как класс, и вот она уже дает весьма явные и узнаваемые красные ореолы. Цена у нее, правда, кусачая, в 2 раза дороже, чем Fuji 400H и народный любимец Kodak Gold 200. На что только не пойдешь ради хайповых светяшек. Как нетрудно догадаться, масштаб ореолов зависит не только от наличия поглощающего свет ремджет слоя, но и от типа света, контраста сцены, экспозиции и размера пленки. Но давайте обо всем по порядку. Если по своей природе источник света близок к длинам волн, соответствующих красному цвету,
свету, не знаю, к примеру, лампы накаливания, то халейшн будет более явен, так как свет не будет отфильтрован синим и зеленым слоями. В ту же очередь, от люминесцентных ламп эффект халейшн может быть практически незаметен. Также для получения явных утечек красной компоненты мы должны иметь очень контрастные сцены. Источник света должен граничить с заведомо темным объектом, на который будет распространяться засветка. Самый яркий и читаемый халейшн можно увидеть в ночных сценах с уличным освещением, вечерними сценами, снятыми с естественным светом от свечи, какими-нибудь силуэтными кадрами с ярким бэкграундом, либо же с полностью выбитым уличным светом в индор-футажах. Даже в уличных сценах в яркую солнечную погоду мы все-таки можем найти контрастные участки с переотражением солнца, где будут различимы утечки красной компоненты. Масштаб утечек халейшн будет также зависеть и от мощности источника света. В случае интенсивного потока свет, переотражаясь от стенки камеры, может пробить красный слой и повторно проэкспонировать уже зеленую компоненту, которая следует в стеке за красным слоем. В таком случае халейшн будет приобретать желтоватый оттенок у основания источника света. Также оттенок халейшн может зависеть и от постобработки. Например, при изменении баланса белого оттенок будет также деформироваться. Ну и последнее, что нам надо учитывать, халейшн зависит от размера сенсора. Если взять 120 или 135 пленки, их структура будет подобной, толщина слоев будет подобной. А вот площади будут отличаться плюс-минус в 4 раза. Засветка и там в абсолютной величине будет одинаковой, но из-за того, что масштаб пленки разный, на более крупных кадрах халейшн будет пропорционально уменьшаться. И как следствие, снимая на камеры с большим сенсором, халейшн будет менее заметен, нежели на компактных форматах. К примеру, «Черный лебедь» Даррена Аронофски с Натали Портман снят преимущественно на компактный Арифлекс формата Super 16. Размер кадра там в 3 раза меньше фуллфрейма, и как следствие в фильме очень явно заметны халейшн утечки. Итак, общую базу мы знаем. Теперь остается вопрос, а как это реализовать в цифровые фотографии, используя Photoshop? По идее, нам надо взять самые яркие пиксели, ушедшие в пересвет, и накинуть на них красное и зеленое свечение. Но это будет псевдо-халейшн, он будет не настоящим, физически ложным. Достоверно, технически точно воссоздать халейшн, подобный аналоговому процессу, практически невозможно. Проблема тут в ограниченном динамическом диапазоне цифровых камер. Давайте попробуем объяснить. Представим ночной сюжет. В кадр попадает 2 ярких прожектора, они очень яркие. И в пленочном кадре, и в цифровом они уже уходят за рамки динамического диапазона, они пересвечены. При проявке и сканировании пленки это будут простые белые точки, так же как и в RAW-файле. Мы не будем иметь там никаких деталей. И все же пленки степень халейшн утечек будет пропорциональна силе источника света, даже с учетом того, что он уже уходит в пересвет. Поднимая яркость первого прожектора, мы будем получать большее количество фотонов, гуляющих между эмульсионными слоями. Халейшн будет увеличиваться. В цифре же мы всегда ограничены верхним порогом яркости. Увеличение яркости прожектора не приведет к усилению халейшн, потому что цифровой халейшн опирается на и так уже достигнутый предел яркости. Как итог, для реализации настоящего аналогового халейшн нам нужно экспонировать картинку так, чтобы разница между самым ярким прожектором и другими источниками света всегда была явно различимой. Не всегда это сделать возможно. Ну и если уж на то пошло, в целом-то и не нужно. Если мы говорим о цифре, эффект халейшн — это эффект художественный. Нам не всегда нужно подробно следовать физике в сцене. Где-то можно приукрасить и стилизовать цифровой кадр под пленку в лоб. Давайте покажу в фотошопе, как это делать. Как мы уже привыкли, в фотошопе реализовать какой-либо эффект можно абсолютно разными способами, их бесконечное множество. Я же покажу вам 2 рабочих и достаточно простых способа воссоздания халейшн эффекта. У нас есть такая болванка с градиентами, и мы уже с вами договорились, что халейшн в цифровой фотографии будет отбрасываться от пересвеченных участков. То есть мы с вами приблизительно должны понимать, какие участки должны отбрасывать эти красные ореолы. Начнем с первого способа. Дублируем слой, нажимаем Command-J. А далее в этом слое нам нужно сохранить только те участки, которые действительно будут близки к пересветам, которые будут отбрасывать как раз красные ореолы. Для этого мы можем нажать на клавишу Ctrl
Ctrl-M, либо Command-M на маке и сместить точку черного вправо до тех пор, пока мы не получим явное зонирование светлых участков. К примеру, точка белого в боковых градиентах у меня немного ниже, нежели точка белого в центральном градиенте, поэтому я также немножечко опущу точку белого в кривых для того, чтобы сформировать более явный вид нашего маркера Halation. Далее этот слой нам нужно поместить в маску. Для этого мы выделяем все изображение через Command-A, нажимаем Command-C для того, чтобы скопировать информацию из этого слоя, нажимаем на создание маски с клавишей Options зажатой, клацаем на маску, тем самым открывая эту маску. Далее через Shift, Command-V, либо через Shift, Ctrl-C нам в винде, вы вставляете изображение из буфера обмена внутрь маски и переименуем этот слой в Red. Это и будет наш красный ореол. Далее нам остается дело за малым. Чтобы было еще более понятно, давайте я создам нейтрально-серый слой, порядковый номер 808080, засуну его под наш активный слой, и мы с вами увидим то, что черный бэкграунд с белыми метками перенесся на наш серый слой без черного бэкграунда. Почему это произошло? Потому что мы использовали аналогичную маску. Наша маска черно-белая, она пропускает только белые области, то есть черный бэкграунд он игнорирует. Таким образом, мы накладываем только белые кусочки из нашего черно-белого слоя. Сейчас мы можем открыть свойства нашего красного слоя, Layer Style, пойти в Outer Glow, внешняя засветка, и выставить следующие параметры: режим наложения, Screen, Opacity 100%, Noise в 0, и цвет мы выбираем красный. Spread оставляйте на нуле, а вот через Size вы можете регулировать степень засветки. Пока что давайте нажмем ОК. Сейчас вы уже видите, что появляется красная засветка. Мы можем скрыть серый слой, вообще его можно удалить, он нам уже не нужен. И мы начинаем видеть то, что красная засветка появляется. Но помимо красной засветки у нас остается белая, пересвеченная, вставленная из этого слоя болванка. Ее нужно скрыть. Скрыть ее можно с помощью простой непрозрачности. Уменьшая ползунок Fill до нуля, вы скрываете все, что находится в физическом слое. Пожалуйста, не спутайте с Opacity. Если вы уберете Opacity, то тогда скроется и внешняя засветка. Теперь мы можем опять открыть эффект Outer Glow и более точно поработать с параметрами. К примеру, я могу увеличить Size, также с помощью Range немного усилить этот эффект. Давайте остановимся на 50%. Пожалуйста, наша красная засветка появляется. Слой Red желательно перевести тоже в режим наложения Screen. Если эффект Halation будет недостаточен, вы всегда можете этот слой продублировать через Command-J и эффект усилится. Давайте посмотрим на детали. Если я увеличу картинку, то красный Halation падает не только на тени, хотя он по природе своей хорошо виден именно на темных контрастных участках, когда источник света находится вблизи непосредственно с каким-то черным объектом. Вот именно на черном объекте этот Halation должен быть заметен. Он не должен виднеться на светлых участках. Если мы посмотрим на яркостную составляющую, здесь она может быть 100%, здесь в этой точке она равна 0%, здесь 90%, здесь 80%, и вот на 80% у нас уже появляется красная засветка. Это нехорошо. Мы от этого можем легко избавиться. Открыв двойным кликом слой Red и во вкладке Blend If, мы можем опираться на ниже лежащие слои, то есть на фоновые слои. Мы с вами не хотим, чтобы красный Halation у нас падал на супер светлые области, поэтому мы берем точку белого в Underline Layer и двигаем ее налево. И как мы видим, Halation у нас исчезает со светлых участков. Он перестает их загрязнять, пачкать. Чтобы исчезновение засветки происходило более плавно, мы можем зажать с вами клавишу Options и сепарировать ползунок Blend If. Правую часть я уведу полностью вправо, а левую часть я перенесу процентов до 80. Таким образом, у меня, видите, засветка уже будет достаточно мягкой. Если вас в фотографии это будет не устраивать, вы всегда сможете правую часть немножечко подтащить влево и тем самым убрать воздействие со светлых участков. Но, как мы говорили ранее, если источник света достаточно мощный, он может проходить через красный эмульсионный слой, доходить до зеленого и уже давать вокруг самого источника света немного оранжеватую засветку. Для этого мы воспользуемся уже готовым слоем Red, просто его продублируем, переименуем в Green, откроем свойство Outer Glow, изменим оттенок на зеленый цвет. И так как сейчас при оригинальном размытии у нас зеленый слой, он полностью перекрывает красный, нам нужно его в размере немножечко уменьшить. Поэтому мы берем Size и уменьшаем его до 30-40% от красного канала. Если посмотреть сюда, мы видим то, что у зеленой засветки достаточно мягкий градиент. Его сложно нарисовать, но он линеен. Вот мы его видим здесь. Если вы хотите получить
менее линейный градиент, сделать его более кривым таким образом, чтобы он у основания был максимально зеленый, а здесь уже уменьшался, мы можем подвинуть ползунок Range вправо. Сместив его на 100%, как раз максимальный эффект будет достигаться у края белого цвета, а уже вовне он будет уменьшаться. Вот такой мягкий халейшн эффект у нас получился. Сейчас он еле заметен. Если вам нужно сделать больше, более явно видимым, вы можете несколько раз дублировать каждый из слоев. Давайте сделаем его прям, накинем, так сказать, за всю хурму. Соответственно, вот у нас получается 3 слоя с достаточно явной красной засветкой. То же самое можно сделать с зеленым слоем. Эти слои мы можем прогруппировать до-после выглядит нехило. Ну и как вы понимаете, все это легко засовывается в Action, качать который вы можете по ссылке в описании. Теперь пробежимся по второму способу. Дублируем слой. Также мы определяем, какие участки у нас будут отбрасывать халейшн. Это крайне важно сделать сразу, чтобы потом не мучиться с настройками. Конвертируем этот слой в Smart объект, применяем к нему фильтр, Blur, Gaussian Blur и размываем в таком виде, в каком мы хотим видеть халейшн. Допустим, 30 пикселей. Сейчас наша засветка белого цвета. Мы идем в Image Adjustments и Saturation. Клацаем Colorize, Saturation выкручиваем на 100% и желательно Lightness уменьшить до минус 50%. Далее переводим этот слой в режим наложения Screen. Можем создать корректирующую кривую, закинуть ее наверх нашего смарт-объекта, с зажатым Options зажать между корректирующей кривой и слоем, тем самым создать обтравочную маску, чтобы эта корректирующая кривая влияла только на наш халейшн слой. Давайте его, кстати, переименуем. И с помощью кривой мы можем немножечко усилить эффект красной засветки. Как нетрудно догадаться, оба этих слоя мы можем продублировать, открыть свойства Hue Saturation и изменить оттенок на более оранжевый. И опять же, Gaussian Blur в случае зеленого канала нужно немножечко снизить. Желательно его снижать процентов, опять же, до 30 от предыдущего слоя. Если раньше мы использовали 30 пикселей, то сейчас я буду использовать пикселей 10. У нас появляется красная засветка, у нас появляется желтоватый, небольшой такой зеленоватый контур, но опять у нас халейшн начинает отбрасываться на самые светлые участки. Поэтому мы по привычке открываем свойства каждого слоя и с зажатым Options сепарируем точку белого в Blend If, нажимаем ОК и то же самое делаем здесь. Теперь, как вы видите, халейшн выглядит достаточно естественно и очень мягко. Теперь переходим к фотографии. У меня есть вот такой снимок. Здесь достаточно хорошо отделены полутона, средние тона, нейтрали от пересветов, которые находятся в самом источнике света. И именно их я могу использовать как болванку для создания эффекта халейшн. Я продублирую слой, обесцвечу его через Shift-Command-U. Далее моя задача получить конкретную черно-белую маску, которая будет отображать только пересвеченные области. Это можно сделать через кривые Command-M, подняв точку черного, либо это можно сделать через Image Adjustments Threshold. А далее с помощью ползунка мы выбираем только те уровни, при которых у нас виден пересвет в октобоксе. Нажимаем ОК. Сделаю по первому способу. Копирую всю информацию, создаю маску, вставляю эту маску в наш слой, изменяю Fill до 0%, чтобы сам белый свет у нас вот отсюда не переносился на нашу физическую фотографию. Далее меняю режим наложения на Screen, иду в свойства слоя Blend If, меняю где-то на 50%, скидываю Underline Layer, иду в Outer Glow и накидываю красную засветку. Сейчас она очень явная, потому что у нас большой размер, пускай это будет 50 пикселей. Range меня вполне устраивает. Такая сильная явная засветка мне не нужна, пускай будет опять же 66. Нажимаю ОК. Далее я дублирую слой. Если этот слой у меня был красный, то этот будет уже зеленый. Опять иду в Outer Glow, меняю цвет на зеленый, снижаю размер, size и возвращаю range на плюс 100%. Теперь, как вы видите, у нас рядом с источником света засветка становится немного зеленоватой. До, после, до, после. Выглядит вполне неплохо. Давайте то же самое провернем здесь. Дублирую слой, обесцвечиваю его. Желательно его обесцвечивать, чтобы у вас не было пастеризации по канальной. И если вы работаете кривыми, а не трэш-холдом, вы получите именно черно-белую маску, а не цветную. Как видите, мне пришлось достаточно сильно точку белого опустить для того, чтобы сформировать более явные пересвеченные участки. Допустим, у меня вот здесь все вот это пространство будет отбрасывать достаточно хороший такой ореол. Также будут отбрасывать ореолы лампа и блик на кабине пилота. Давайте этот кадр сделаем по второму способу. Конвертирую слой в Smart объект, иду в Image, Adjustments, Hue Saturation, клацаю Colorize, Saturation выкручиваю на плюс 100%. И вот обратите внимание, зачем нам нужно
понижать lightness. Если вы этого не сделаете, то какие-то участки у нас останутся белыми. Понижая lightness на минус 50, вы как раз получаете чистый красный цвет на каждом пикселе на изображении. Нажимайте ОК. Далее мы идем в фильтры, Blur, Gaussian Blur и размываем это пространство. Пускай будет опять же 35 пикселей. Накладываем в режиме наложения Screen. Не забываем в Blend If сместить сепарированную точку белого немного влево. Ну, я обычно на 50% ее опускаю, нажимаю ОК. Пожалуйста, наша красная засветка готова. Называем ее Red, дублируем слой. Называем его Green. Идем в Hue Saturation. Хорошо, что мы сделали Smart объект, потому что мы можем в любой момент времени вернуться и поменять цвет на любой нужный нам. Выбираю зеленый, нажимаю ОК. Уменьшаю Gaussian с 35, пускай будет до 15. Нажимаю ОК. До, после. Сейчас мы имеем достаточно явную, очень активную зеленую засветку. Это, конечно, слишком сильно. Я еще немного снижу Gaussian, пускай будет так. А вот красную засветку я хочу, наоборот, сделать чуть более сильной. Поэтому я создам корректирующую кривую, закину над красным слоем с обтравочной маской и немножечко повышу экспозицию этой засветки. Обратите внимание на лампу. До, после, до, после. Обратите внимание на козырек. Он тоже отбрасывает хороший халейшн. И даже вот эти одиночные лампочки, которые тоже попали к нам в маску, начали отбрасывать небольшие халейшн ореолы. Не стесняйтесь экспериментировать с параметрами каждого из слоев, подбирайте степень размытия, прозрачность. Под каждую фотографию, разумеется, по отдельности. Но если вам лень в фотошопе что-то тыкать, готовые экшены вы можете скачать в моем телеграм-канале. Ссылка вот здесь, это абсолютно бесплатно, заглядывайте. В качестве благодарочки с вас лайк, подписка на канал, мне будет приятно, но это не все. Как я и говорил ранее, эффект халейшн очень близок по своей структуре, по своей природе, по визуальной составляющей к другому популярному смягчающему картинку эффекту. Bloom, так же как и халейшн, это своего рода утечка света, но появляющаяся уже преимущественно не в эмульсионных слоях пленки, а в самой оптике. Свет, проходя через группу линз, множественно переотражается, и в случае старой оптики, где шлифовка линз может быть неперфекционистичной, и мельчайшие поры, царапины, рельефности на стекле могут вызвать непараллельное переотражение света, этот цвет будет менять траекторию и заполнять соседние пространства. Тут уже деформации цвета нет. Белый прожектор будет отбрасывать белый ореол, красный – красный, зеленый – зеленый, синий – синий. Сиська, сиська. То же самое, мать твою. Так же, как и в халейшн, Bloom-эффект будет зависеть от мощности источника света. И он имеет все те же проблемы в воссоздании эффекта на посте. Из-за ограниченного динамического диапазона камеры реализация Bloom-эффекта в фотошопе на двух разно мощных прожекторах будет абсолютно подобной. В этом как раз и есть минус симуляции в постпродакшене. Самый простой и безболезненный способ получить качественный Bloom без потери детализации и резкости — это использование смягчающего софт-фильтра. К примеру, я использую Tiffen Black Pro Mist. О нем я уже рассказывал, посмотрите видео по ссылке по всплывашке. Этот фильтр как раз и рассеивает небольшой процент света, проходящий сквозь него. Прикольно, прям мягенько получается. Но если вы все-таки хотите реализовать Bloom-эффект в фотошопе, это тоже делается в один клик. У меня на канале также есть отличный ролик, посвященный Bloom-эффекту и его реализации в фотошопе. Посмотрите и поставьте лайк. Надеюсь, вам понравилась эта мини-лекция. Если вы хотите учиться у меня фотографии, то я совсем скоро запускаю курс, и вы можете к нему присоединиться. Ссылки будут в описании. Также подписывайтесь на мой Boosty и Patreon. Там я планирую сделать несколько стримов, посвященных разбору ваших фотографий. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся.